Добрый вечер. Меня зовут Диана, фамилия моя Печеная, Щербанская. Эта фамилия мне досталась от папы, а ему она досталась от его папы. И когда я думаю о своей фамилии, я понимаю, что я наполовину дочка своего папы, на 50% я состою из его каких-то историй, на 50% я состою из истории своей мамы. И на 25% я состою из истории своих бабушек и дедушек, на 12,5% я состою из истории своих прабабушек и прадедушек. И будучи неплохо образованным человеком, или, может, очень плохо образованным человеком, но всесторонне, по чуть-чуть везде набравшимся, я знаю, что за всю свою жизнь я наберу только 0,01% того, что есть уже у меня. Представляете, вот я наберу навыков, у меня будет очень большая жизнь, она происходит в эпоху перемен. Я за свою жизнь нарабатываю какие-то абсолютно новые навыки, что-то такое необыкновенное происходит в мире, и это будет 0,01% от того, что уже есть внутри меня. И когда я это понимаю, у меня внутри рождается скромность. Я больше не чувствую себя таким большим важным перцем, который важнее, чем мои мама, папа и бабушка, дедушка вместе взятыми. Я чувствую себя маленькой песчинкой или маленькой каплей в этом огромном русле, которое называется мой род. И когда мы с вами сегодня встретились и решили поговорить о родителях и о детях, то мы с вами, взрослые люди, одновременно являемся и родителями, и детьми. Это так? Да. Это очевидно, правда? Но когда мы общаемся с нашими родителями, мы видим много несправедливости с их стороны, отсутствие поддержки. Может быть, они нас троллят круче, чем любой тролль в интернете. И, может быть, знаете, есть такая чудесная фраза на Фейсбуке, что если ты проснулся и понял сегодня, что ты получил просветление, ты не волнуйся, а вначале позвони своей маме, и все пройдет. И нет человека более любящего нас, чем наша мама, и более критикующего нас, и более жестко к нам относящегося, чем наши родители. И когда мы смотрим потом на своих детей, мы тоже видим с их стороны неблагодарность, непонимание. Мы не понимаем, почему они не закрываются. Мы не понимаем, почему они не слушают наши советы, когда же мы точно знаем, как нужно сделать. Точно, понимаешь, Сабрит? Я точно знаю, как тебе надо сделать. Послушай, мама, я сейчас все тебе расскажу. Но нет, они почему-то упрямо хотят получить свой опыт, упрямо хотят наступить на свои грабли. И, как говорил Жванецкий, у него есть такая чудесная коротенькая миниатюра, она как раз про наш с вами мастер-класс. 3 года мои мама и папа боги. 5 лет мои папа и мама классные. 7 лет мои папа и мама нормальные чуваки. 10 лет мои мама и папа полный отстой. 15 лет это просто демоны, это ужас, что за родители. 18 лет родителей, нет у меня никаких родителей. 40 лет, как права была моя мама. И мы оказываемся с вами в ситуации, когда наши дети не получают наш опыт, они хотят получить свой, набить какие-то свои шишки, и, может быть, потом они приходят к нам и говорят, как ты была права. Но когда мы оборачиваемся в сторону своих родителей, мы обнаруживаем, что текст один и тот же. Что точно так же наши родители хотели нас уберечь от каких-то ошибок, и мы в своем юношеском максимализме или в своем подростковом протесте, мы тоже говорили им, что нам не нужен ваш опыт. И когда мы сегодня поворачиваемся в сторону родителей, мы понимаем, не весь их опыт был интересен, не весь их опыт был верен. Согласны? Не все, что они нам советовали, было правильно, но было что-то, что было очень верно. И как же нам понять, что нам такое дать нашим детям,
какие-то вечные законы им подсказать, чтобы они, оборачиваясь в свои 40 лет, горько не вздыхали, блин, почему я не послушала маму, или почему я не послушал папу, или верно говорила моя мама обо мне вот это и вот это. И сегодняшний мастер-класс, он не только о том, как строить отношения взрослых людей с детьми, но и о том, откуда берутся эти наши отношения. А они берутся, то есть если я представляю себе моих детей, то я смотрю вот сюда. Вот здесь находятся мои дети. Для того, чтобы понять, откуда так выстроены наши отношения, я смотрю направо. И далеко ходить не надо. Каким-то странным образом все, что я проживаю со своими родителями, все, что они проживали со своими родителями, отражается как в зеркале, иногда в кривом зеркале, на моих детях. Или на том, что у меня нет детей. И сегодняшняя, например, демографическая ситуация, когда многие женщины не могут забеременеть, когда многие женщины прибегают к искусственному оплодотворению, очень часто причина этого бесплодия, или женского, или мужского, она психологическая. Это детское решение, очень глубокое детское решение, что вот мне было так плохо жить на этой земле, мне было так плохо быть ребенком, что у меня точно не будет детей. Или обратное решение, которое точно имеет такой же результат, но имеет другой посыл. Когда ребенок сказал: ребенком быть так хорошо и так ужасно быть взрослым, что я никогда не вырасту, я всегда буду маленькой или маленьким, и я не буду иметь детей. И в том месте, где мы сегодня находимся, если кто-то смотрел прошлый мастер-класс, я говорила о удивительном феномене, что проблема отцов и детей, которая существовала испокон веков, о ней писали всегда. То есть о ней писал и Софокл, и Гераклит. У Конфуция в книге «Перемен» есть большой раздел, посвященный отношениям родителей и детей. Но та ситуация, которая есть сегодня в современном обществе, когда у нас очень много претензий к родителям, когда у нас очень много родителей инфантильных, которые не способны своим детям сегодня показать пример взросления, вот такой ситуации в мире еще не было. То есть тут мы проживаем уникальный опыт. Не уникально отношения родителей и детей, не уникально отношения детей и родителей, но уникально количество незрелых инфантильных родителей, которые вырастили уже сегодня поколение, и это поколение уже сейчас растит своих детей. С какой темы вы бы хотели, чтобы мы начали наш разговор? С отношения нас с родителями или отношения нас к нашим детям? К детям. К родителям. К детям. К родителям. Я даже должна разорваться, да? Ну нет, это одно и то же. Я просто хотела узнать, на чем у вас акцент. Это пространство моего мозга. В нем есть два больших центра. Каждый центр необыкновенно важен для меня. Каждый центр имеет очень огромную подпитку и значение для меня. Они связаны между собой такими неделимыми связями. У каждого из вас есть такие же два центра. Это я и моя мама. И как только я в какой-либо ситуации оказываюсь с какой-то женщиной, которая старше меня по возрасту, которая более значима меня по статусу, может быть, этот человек, например, мой психотерапевт, или это может быть, например, зубной техник, или это может быть, не знаю, консультант по бизнесу, неважно. Внутри меня, если я придаю этому человеку значимость, этот человек автоматически становится на это место.
Так ясно, о чем я сейчас говорю? Вот здесь у меня живет все, информация в моем мозгу, все обо мне. Я. Там у меня зовут и Диночка, и Дина, и Диана, и Диана Александровна. Но вот это мое я. И как только я рассматриваю себя в контексте отношений с мамой, ну, вам не видно, какая я стала? Я становлюсь маленькой. У меня появляются какие-то здесь ожидания. И я могу сейчас, сделав это простое упражнение, почувствовать, что я маленькая. Я чувствую себя, не знаю, годика 3, 4, 5. На мне красивое платьице. Я знаю, что мама мной очень довольна. И я знаю, что я красавица. Ну, такая, знаете, я буду говорить, как у меня дома это называлось. Это называлось красуня. Вот. Я, значит, красуня, я вот так делаю своим платьичком. И сколько вас здесь не было, что бы у меня здесь не было, у меня песенку пою или стишок рассказываю. Вот мне очень важно, что я красивая. Я очень довольна собой. И я чувствую от мамы вот такое одобрение. Если я сюда зайду с темой, например, я и деньги, здесь все сразу поменяется. Я стану 15-летним подростком, который хочет трынькать деньги. И такая моя мама становится очень-очень строгая. И она спрашивает, зачем тебе нужны деньги, на что? Это мы уже купили, хватит, успокойся. А у меня мне не столько эти вещи нужно, мне больше всего интересно, я здесь это хорошо могу осознавать, мне интересно, сколько ты можешь терпеть мои выходки. Мне интересно, когда ты взорвешься, на какой ноте, что надо сказать, чтобы ты взорвалась. Я, собственно, через тебя сейчас изучаю, как взрослый мир отреагирует на это постоянное дай, хочу. И здесь есть что-то, что я хочу купить, но гораздо больше я хочу проверить тебя на стойкость. Я беру тему партнерские отношения, я становлюсь такой обиженной, потому что я хочу, чтобы папа был моим, а папа достался ей, и мне тоже лет 6-7, и я не чувствую себя сейчас некрасивой, я чувствую, что это просто нечестно. И то, что папа, ее, это, конечно, законно, официально, но все равно, нечестно. И я собираюсь вести подрывную деятельность. Что еще? Я и работа. Я сразу стала такая отличница. Я готова сделать все, чтобы мама была довольна, все и больше, только чтобы мама была мною довольна. Это упражнение вы можете делать бесконечно, в любой ситуации. Кто знаком с методом расстановок, вы понимаете, это самый простой кейс, который вы можете сделать. Если вы не знакомы с методом расстановок, то вы точно так же берете 2 листочка бумаги или 2 подушечки. Если вы мужчина, то вы, естественно, не представляете, что вы дочка, вы представляете, что вы сын, но в любую тему, с которой вы сюда заглянете, вы сразу получите свой собственный ответ. То есть ваша психика вам отвечает, она рассказывает, что происходит. И вы можете сделать дальше. Вы можете, осознавая то, что я сейчас, например, о себе осознала, я спрашиваю саму себя, я это узнаю в своей жизни, в работе, в отношениях, в своем внешнем виде, в том, как я сейчас выступаю перед вами, довольна ли это мама, в отношении с деньгами. И я это узнаю, и я говорю себе, да, я узнаю. Я делаю следующий шаг, я иду сюда. Сейчас я себя чувствую такой маленькой девочкой, которая из себя изображает маму. То есть я стараюсь быть такой строгой, ответственной, все делать очень правильно. Но внутри я себя чувствую все равно маленькой девочкой. И очень может быть, что такой была моя мама. Для меня она взрослая женщина, великая женщина. Но какая была ее душа, для меня навсегда останется тайной. Точно так же, как и для вас. Вы никогда не узнаете, что было в сердце у вашей матери, в сердце у вашего отца, какие бури были там, какие эмоции и насколько они были зрелыми. Но если вы станете в такое расстановочном упражнении, вы очень легко это почувствуете, что, может быть, ваша мама или ваш отец, они старались быть зрелыми, старались быть родителями, но у них было очень мало ресурсов. И я здесь очень хорошо чувствую маленькую девочку, которая старается. И я, знаете, с опаской смотрю на вот это чудовище
Потому что здесь очень много энергии. И здесь вот такой вечный двигатель, и я не совсем справляюсь. Ну, ее здесь слишком много для меня. Но я как мама, ну, вот стараюсь. И я себе представляю, моя, например, мама в отношении с деньгами. И у меня реально, ну, вот такой, боже, ей все надо. Ей нужно все. Какой кошмар. У меня не то, что денег на это не хватит, у меня, ну, ни у кого столько денег не существует. Ей реально нужно все, все, все. Боже, это просто не ребенок, это просто какое-то поглощение, ну, всего-всего, от еды до вещей. Там в отношении с мужчинами. Я смотрю, как чувствует себя здесь моя мама. Ну, муж мой. И что тебе здесь делать, мне совершенно непонятно. В работе. Ну, вот здесь я вижу, наконец, зрелую женщину, которая, ну, она говорит, ну, я свою работу делаю хорошо, и ты свою работу делай хорошо. И все, и тут никакого нет напряжения. Несложное упражнение? Можете такое сделать? Хотите сейчас или хотите подождать выводов? Ладно, подождите выводов. Вы так молчите, потому что вам непонятно, неинтересно, страшно, или вы просто боитесь пропустить каждое слово? Последнее? Это вы мне польстили. Для чего? У меня очень много энергии здесь выделилось. Когда вы делаете это упражнение, у вас будет очень много чувств. Потому что, ну, это главный канал коммуникации, который есть между вами и миром. Мама занимает огромнейшее значение в жизни, ну, ребенка. Она занимает 80% вашей психики. Все, что связано с выживанием, все, что связано со здоровьем, все, что связано с едой, с отношениями с людьми, с отношением к телу, с идентичностью себя женщиной или мужчиной, с партнерскими отношениями, с отношениями с детьми, с удовольствиями, с наслаждениями, с творчеством, с умением любить, принимать любовь, с мудростью, с умением принимать в жизни правильные решения. Но это я так вкратце объяснила, это все связано с мамой. Вы можете понимать, как это много? То есть, когда вы смотрите на себя в зеркало и вы себе нравитесь, это потому, что у вас такие хорошие отношения с мамой. Если вы смотрите на себя в зеркало и вы себе не нравитесь, это потому, что у вас плохие отношения с мамой. Если вы смотрите на себя в зеркало и вы себе не нравитесь, а вы идете по городу или идете на какую-то вечеринку, и все вам отвешивают комплименты, а вы при этом смотрите на себя совершенно критично и думаете, боже, кто мог вот эту уродину, ну, сюда привести? Это они еще мне слова любви говорят, они еще говорят, что я красавица. Это ужас, это странное, но они какие-то странные. Это значит, что у вас хорошие отношения с папой, но плохие отношения с мамой. Так нормально? То есть мама занимает 80% всех связей. Все, что вы знаете о материальном мире, за всем этим стоит ваше отношение с матерью. Этим всем угостила вас мама. Этому всему научила она вас. Не потому, что она вам читала лекцию на эту тему, а потому, что вы через нее это познавали. Вы через нее познавали, что такое прикосновение. Через нее вы познали прелесть и ужас секса, потому что когда вы рожались и проходили через мамины, через родовые пути, вы были напичканы дофамином на 100%, ваше тело чувствовало и боль, и наслаждение одновременно, вы впитывали этот запах, вы делали фрикции, то есть вы двигались вперед и назад, вы хотели выйти и получить освобождение, и вы получали свой первый сексуальный опыт. И у женщин и у мужчин это будет главным импринтом, благодаря которому вы будете в постели друг с другом искать себе партнера, который вам подходит. Тот, кто прожил похожую с вами историю родов, этот человек будет для вас идеальным сексуальным партнером. Понятно, вы никого не будете тестировать. А как у тебя там шли роды? Тебе мама не рассказывала? Нет, мы просто будем говорить о том, что у нас химия, о том, что мы очень часто говорим, хороший человек, но, вот знаете, вот запах не тот.
И все, и это, вы с этим ничего сделать не можете. Но этот запах, который тот, это запах вашей матери. Так понятно? И точно так же и у мужчин, точно так же и у женщин. И в этом упражнении, которое вы можете сделать, я буду рада, если вы его сделаете, в этом упражнении вы увидите, что по каждому вопросу, что бы вы не рассматривали, везде есть два мнения. Мнение ребенка и мнение родителя. И оно не всегда, вы даже здесь видели, оно не всегда исцеленное. Там очень часто может быть конфликт. И исцеление, собственно, этих конфликтов между мамой и ребенком, и, например, мамой и дочкой, на это уходит у нас вся жизнь, собственно. Не в смысле, что, знаете, я всю жизнь делала, и к 15 октября доделала. То есть это всю жизнь будет происходить, всю жизнь будет подниматься какой-то еще вопрос. Я взяла какие-то 4 основополагающих, но это и вопросы старения, и вопросы стиля, и вопросы порядка в доме, готовить, не готовить, как готовить, что готовить. То есть я сейчас понятно вам объясню? То есть там миллион связей, миллиарды связей существуют между мамой и девочкой. А теперь я задам вам вопрос. В тот момент, когда в моей жизни появляется девочка, или это УЗИ мне говорит, или, может быть, я не знала до последнего, и вот роды, и врач мне говорит: поздравляю, мамаша, у вас девочка. И вся моя последующая жизнь, все мои последующие связи с этой девочкой, чувства к этой девочке, ей уже дали имя, я кормлю ее молоком. Кем я становлюсь в тот момент, когда у меня родилась дочка? И куда я стала? Я сюда стала. Понимаете? В вашей психике не родился какой-то другой образ. Этот образ сформирован вот здесь. И вы 1000 раз, наверное, слышали от других, и, может быть, сотни раз думали сами: Боже, я такая же, как моя мама. Или в ужасе от того, какая она, вы пытались быть наоборот. То есть контролировать и делать не так. Но в этом тоже вы повторяли свою маму, то есть вы только были уже мамой с минусом. И в психологии мы говорим, такой у нас есть термин: мама минус мама. То есть вы все равно стоите вот на этом месте. И в вопросе денег вы вот так относитесь к своему ребенку. Но, к примеру, моя мама мне деньги не дает и говорит: мы будем рационально использовать наш бюджет, а я говорю себе: вот мне мама не давала, и тогда я своей дочери дам все. И я делаю другую ошибку. Я иду в другую крайность. Я начинаю ей все разрешать, к примеру, покупай все, что хочешь, потому что моя мама меня тут ранила. И вот стоит моя дочка. И я ей говорю: покупай все, что хочешь, доченька. Все, что нравится, тебе покупай. И что происходит с моим ребенком? Давайте задам другой вопрос. Я с кем сейчас разговариваю? Я это говорю себе маленькой. Вижу ли я в этот момент ее? Не факт. Слышу ли я ее? Потребности ее осознаю? Я знаю сейчас, зачем она это просит. Если я стою просто в автоматизме, а здесь просто автомат, это уже, это программы, здесь просто программа, как надо себя вести. Здесь нет живого человека, ни тут, ни тут. Но я не вижу живого человека, я сама здесь не живой человек. Я просто стараюсь сделать не так, как делала моя мама. И я травмирую своего ребенка только уже тем, что покупаю ей слишком много всего. И у нее теряется ценность денег, ценность покупок, ценность подарков, ценность благодарностей. У нее все это теряется, обесценивается. И проходят какие-то годы. И ее дочка говорит ей: мама, купи мне. И она думает: моя мама мне покупала все, и я перестала ценить вещи, и перестала ценить чужой труд, перестала ценить деньги, как они не просто приходят.
И сегодня, когда я понимаю, что деньги приходят непросто, я буду своему ребенку внушать любовь, к труду. Я буду говорить: доченька, если будешь себя хорошо вести, это купим, это не купим. И так дальше. Через раз. И тогда моя дочка, моя внучка уже будет говорить: мама плохая. А кто у меня хороший? Бабушка. Точно так же, как здесь. Я говорю про себя: мама, здесь плохая в этом вопросе, а хорошая бабушка. Или наоборот, я могу здесь что-то принимать от мамы и говорить: мама вот классно со мной здесь общается, но тогда бабушка будет мне в минусочек. История женского рода в подушечках. Что вы об этом думаете? Это те программы, с которых выйти невозможно. Можно. Если у нас тема называется вообще-то осознанное родительство. Как только вы перестаете делать кому-то назло, это не очень сложный момент. Как только вы начинаете вслушиваться в своего ребенка, неважно, мальчик это или девочка, прислушиваться, видеть его. Для ребенка очень важно быть увиденным. Я сейчас понятную фразу говорю? Мы тоже хотим быть увиденными. Но мы можем, в отличие, то есть даже если мы сами голодные, даже если нас не увидели, мы можем своим детям в какой-то мере, в которой для нас это возможно, дать возможность, чтобы он проявился для нас, чтобы услышать, что он хочет, зачем он это хочет, послушать, что у него там внутри. В нас, в людей заложена, хорошая такая особенность. Мы, если хотим понять другого человека, нам это дано. Только если мы хотим. Я сейчас понятно говорю про хотим? То есть, если мы вслушиваемся в другого человека, перестаем слушать только самого себя, свои чувства, свои ощущения. То есть перестаем быть зацикленными на себе, такими центрированными на себе. В тот момент, когда мы начинаем слушать другого человека, этот другой человек становится для нас понятен. Мы задаем верные вопросы ему. Мы даже если он не может отвечать на наши вопросы, если он слишком закрыт или он уже был так травмирован раньше, что понимает, что с родителями лучше не связываться, им нужно сказать, что у меня все хорошо в школе, нормально и до свидания. Но даже через это нежелание с нами общаться мы можем вслушиваться туда, в душу и понять, чего на самом деле хочет сейчас наш ребенок. Это то, что есть у всех у нас. Автоматическая история. И если у вас родился, например, мальчик, и у вас такого опыта нету, потому что в вашей голове есть история отношений с мамой, то у вас есть история еще отношений с папой. И на вашем мальчике вы начинаете отыгрывать те истории, которые папа не перепрожил с вами. И если этого вам мало, то все истории, которые его мама перепроживала с вашим отцом. Даже если вы не знакомы со своей бабушкой по отцовской линии, хотя это очень важный человек в нашей жизни, это все присутствует в вашей ДНК, в вашей памяти, и вы каким-то странным образом повторяете ее паттерны, потому что они у вас зашиты. Весь мир – это взаимоотношения. Так считали древние, так считают современные психологи, психотерапевты. И основываясь на этом понимании, что весь мир – это взаимоотношения, мы создали курс, в котором весь аспект взаимоотношений мы взялись проработать и исцелить. И нам это удалось. Немножко похвастаюсь и порассказываю. У нас есть занятие, посвященное исцелению отношений с мамой. И согласитесь, это огромное мастерство дать такой инструмент, дать такую точку входа в эти отношения, чтобы за одну сессию, за одно занятие люди получили доступ к источнику исцеления. И нам это удалось. И что такое отношения с мамой? Это не только отношения с этой женщиной, которая живет на улице Герцена, дом 5, квартира 6. Нет, это отношения с телом,
Это отношения с сексуальностью, это отношения с деньгами, с детьми, с семейным благополучием. Это отношения с расслаблением, с отдыхом, с наслаждением жизнью. Ну, я перечислила совсем не все, но и этого достаточно. То есть это часть психики, которая отвечает за энергию, за жизненные силы, за живучесть. Она связана с отношениями с мамой. Есть у нас другой урок. Он про отношения и исцеление отношений с папой. Папа – это большие деньги, это успех, это выносливость, здоровье, это умение доминировать, это чтобы ваш голос слышался издалека. Это про то, чтобы вы были лидером и чтобы ваше мнение стало важным для других людей. Про политику, про бизнес, про большой бизнес. Это все об отношениях с нашим папой. И у нас есть такая сессия. Отношения с детьми, отношения с партнером, отношения с мирозданием, отношения с самим собой. И очень интересная у нас есть работа про исцеление отношений даже с друзьями детства. И недавно на занятии мы как раз делали эту сессию, и она дала невероятнейший ресурс. Очень много силы, очень много талантов, которые мы в себе спрятали, похоронили. Все это поднялось, все это пробудилось, и у группы, у людей горели глаза, и я была счастлива. У нас там 9 занятий, половина занятий уже видеоуроки, вторую половину веду я лично, потому что там пока нужно мое присутствие. Коучинг, он очень популярный и дает шикарный результат. Пока 2 месяца идет этот курс, очень интересно наблюдать, как испуганные, озлобленные, жалующиеся все время участники мягко, незаметно, это в чат у нас, мы же все это, я читаю, общаюсь, все так мягко-мягко перерастает в любовь, в восхищение, в поддержку, в удачу. Прямо там на коучинге они пишут о том, какие с ними произошли трансформации, как им повезло, у кого-то про деньги, у кого-то про замуж, у кого-то стало петь на сцене. У каждого свое, но очень много энергии жизни. Это главный подарок, который вы получите после этого коучинга. Я горжусь этим продуктом. Мы молодцы, что мы его сделали. И будет здорово, если вы туда придете, попробуете и сможете все эти практики взять навсегда с собой. Они того стоят, и вы те люди, которые заслуживаете жить этой жизнью, знаете, на 100% включенными в жизнь. Вот такой у нас есть групповой коучинг. Что вы об этом думаете? Что-то много. Чего? Много. Много чего? Много информации у нас. Пару вопросов. Давай. По поводу практики. Когда почувствуешь что-то негативное, что делать, чтобы исправить? Вот реально практики. Я не буду становиться на подушечке, чтобы не снимать... я думаю, что мне так неудобно? Чтобы не снимать свои балетки. Вот я стою на месте мамы. И что-то мне тут, про деньги. Помните, 15 лет, она слишком много всего покупает. И я в этот момент себя спрашиваю, а что, на самом деле я чувствую? И я чувствую страх, что мне просто не хватит денег. И если вы помните, есть такая практика безмятежного ума, я вам показывала ее много раз. И я сейчас спрашиваю, это прошлое или будущее? Это прошлое. Я зажигаю пламя свечи внутри третьего глаза, перевожу его в центр головы и смотрю, как пламя сжигает этот страх. Я, конечно, не могу за один раз растворить всю кармическую историю, но один из главных таких критериев этой практики, что такое идет вздох облегчения. И я как мама понимаю, что-то я могу купить, что-то я не могу купить. И вообще я начинаю смотреть на ребенка. Не на вещи, не на деньги, не в себя, а я начинаю смотреть на ребенка, и я понимаю, что она просто хочет со мной общаться. И вот это самое важное, что я сейчас хотела бы вам показать
в этой практике, ну вот показываю сейчас пока теоретически, я начинаю понимать, что мой ребенок хочет не вещей, а хочет моего внимания. Просто это единственное, о чем она может со мной разговаривать. И я становлюсь вот сюда, на место ребенка. Я все еще хочу там и платьичко, и джинсы. В моей молодости это была самая большая роскошь, джинсы фирмы Levi's. Мы тогда называли их Levi's. Это было невероятное счастье. Человек, у которого были джинсы, это человек, который покорил весь мир. Тут даже есть люди, которые кивают. Ну, да, это вот такая была у нас очень большая единица ценность. И вот я джинсы хочу, потому что это для моего статуса, но я больше не хочу вот этого миллиона вещей, потому что от мамы ко мне потекла энергия. Я сейчас чувствую себя увиденной мамой. О чем мой рассказ? В том месте, где мы не видим своих детей, это место, где мы по-прежнему находимся в программах. То есть в программах, наполненных страхом, обидой, напряжением. И когда мы смотрим на эти негативные программы, когда мы делаем эту маленькую практику безмятежного ума, которая занимает 30 секунд нашей жизни, может быть, не вся программа выйдет, но в тот момент, когда хотя бы часть этой программы освободится, часть страха высвободится, вы сможете увидеть ребенка. Не свою реакцию на него, а его самого. И в этот момент с ребенком происходит то, о чем он мечтал. Он получает энергию от мамы, потому что наша энергия родительская заблокирована вот этими страхами, негативом, болью, и в ребенка просто не течет. То есть фактически у него по комнате ходит мама, но реально от мамы к нему не течет. То есть у него внутри, в его коре головного мозга, там, где у него есть его сущностное я и его вот эта, мама, вот отсюда сюда не течет энергия, а должна. И мы можем регулярно оказываться как мама и как папы в ситуации, когда мы смотрим на своего ребенка, и мы видим, не течет, пусто. И тогда мы можем обратиться и посмотреть, куда уходит эта энергия. Что я сейчас чувствую? Я сейчас чувствую, ему опять надо дать внимание, а я внимания не давала самой себе, к примеру. И, так обидно. И я чувствую, я в обиду попала. Это прошлое или будущее? Прошлое. Пламя свечи в третий глаз, центр головы. Спалили, бедная, я несчастная, сиротинушка Хася, опять меня никто не любит, меня никто не ценит, а я опять должна сама всех любить. Вы слышите, знакомая песня. Где-то я ее слышала уже, наверное, раз миллион я эту от себя слышала, но как-то всегда покупалась на эту песенку, а вот сегодня не покупаюсь. Я просто понимаю, что внутри меня программа. Так, я смотрю на своего ребенка и понимаю, ему бы немного любви. И он сейчас бегает по потолку, разрисовал все стены, его сейчас ждет порка, но потому что порка для этого ребенка сегодня единственный способ проконтактировать с живой мамой. Мама выйдет из транса, и ребенок будет увиден. Она скажет: ах, вот ты какая! Ну, держись, все-таки сниму балеток. Я тебе сейчас задам. И ребенок, извините, самым отвратительным для себя образом, насильственным для себя образом, но он сейчас получил то, в чем он нуждался. Его сейчас мама видит. Как вам это? А чувство вины, что не додаешь ребенку, тоже программа? Конечно. И чувство, что я так устала, это тоже программа. У меня недавно, в апреле был интересный такой опыт. Я вела тренинг чисто женском таком коллективе, и зашла тема об усталости. То есть мы заговорили о материнстве, и зашла тема об усталости. И женщины, у которых там детям было 4-5 лет, рассказывали, как они устают. И они рассказывали о своей очень глубокой усталости, что прямо мечтаю выспаться. И вначале я поддержала их разговор, а потом до меня стала доходить странная мысль, что эти девочки, они устали больше, чем я, когда был маленький мой ребенок, когда не было памперсов,
когда нужно было гладить подгузники, когда не всегда была горячая вода. Ну, короче, у нас было как бы больше технических забот, чем у сегодняшних мам. И ну, у нас тоже была идея там про то, как я устала. Но из-за того, что слишком много было домашних дел, сильно уставать было, ну, как это невозможно. Я понимаете, что не было фарша, не было котлет, ну, было мясо, за которым надо было еще побегать, потом его нужно было перемолоть на ручной мясорубке, потом все это надо было помыть, и в котлеты надо было приготовить. То есть умирать до того, как ты приготовил котлеты, было невозможно. После котлет можно было умереть. Так понятно? А потом, блин, какая умирать, я же белье замочила. Ладно, умру после того, как белье сейчас отожму. Ну, отжала белье, надо с ребенком же погулять. Ладно, умру после того, как погуляю с ребенком. Так вот, я увидела, что девчонки как-то больше устали, чем мы в своей молодости. И у меня не было такого, знаешь, старческого, ну вот, что за молодежь пошла. У меня появился такой исследовательский интерес, и мы просто взяли, у нас были листы бумаги, и мы просто сняли «я устала», и сил у меня нету. И вообще жить не хочется. И я вообще отупела. Короче, мы все это поснимали с героинь. У них были маленькие листочки, и они это снимали. Ну, минут 15 занял процесс вот этого снимания. И через 15 минут девочки почувствовали себя очень свежими, здоровыми, активными. Никакой не было усталости, не было ощущения, что я тупая и там, мне не хочется жить. Но мы встали на эти листочки, и было очень хорошо слышно, что эти чувства принадлежат не им. Я прямо, это ж просто, кто стоял в расстановках, стоишь и понимаешь, это где-то век 19, тут еще керосиновая лампа, тут еще в корыте надо стирать, а это еще дальше, а это там годы войны. То есть мы несем на себе чужие чувства, которые даже не думаем, что их можно снять. Мы, предполагаем, что все, что мы чувствуем, принадлежит нам, забывая, что то, что принадлежит нам, это 0,01%. Все остальное принадлежит нашим предкам, и не факт, что вам это нужно нести. Имеет смысл нести те чувства, которые дают вам какое-то движение вперед, открывают вас куда-то, а не наклоняют. Я ответила на чей-то вопрос? Как это для вас? Сейчас я спрашиваю. Вот у меня мама, она постоянно говорит, вот сейчас, я втомилась, я така втомлена, то есть я вот сейчас себе ловлю, и вот это шесть мало тоже. Я устала, дай мне отдохнуть, мне надо побыть одной. То есть я, получается, несу какие-то. Ее программу. Если ты просто возьмешь, снимешь ее, может быть, тебе придется несколько раз ее снимать, но ты с удивлением обнаружишь, господи, я устала? Какая я лошадь вообще, красивое, молодое, здоровое тело, я не устала, но просто я несу память тысячи женщин, у которых было по 10-15 детей, у которых реально была хроническая усталость, и я такая искренне говорю, да, я так устала. Я этот опыт, поверьте, он был для меня самой такой удивительный. Он был удивительный не в том, что мы это сняли, это просто. Удивительный было в том, что насколько не критичен мозг. То есть я вместе с ними долго обсуждала, как мы, женщины, устаем. То есть я сама была на стороне такого мышления. То есть я была сама не критична, не способна себя растождествить с вот этой идеей. Но когда я, вдруг я себя с ней растождествила, и скажу, что я сделала дальше. У меня был такой вечер, это я на Кипре уже была, и я вела тренинг, и я вечером пришла к себе в номер, и легла и говорю, как я устала. Я говорю, я тебя знаю, а ну подожди. И я так с удовольствием поубирала, как я устала от тяжелой работы. И я так поснимала себя, эту усталость от тяжелой работы. Поверьте, вот когда мы говорили о мамах и детях, и я снимала эту усталость, и я была очень осознанна в тот момент уже. Но когда я думала о работе, я себе говорила, да я точно устала. Да нет, ничего не получится, я реально устала. Диана, это был сложный день.
Ну, это было много сопротивления, я реально устала. Но когда я сняла там последний листочек, я понимала, что я вообще совершенно не уставшая. То есть меня, пожалуйста, на танцпол, и я готова еще до утра, ну, плясать. Классно. А что нужно делать с этими листочками? Нужно писать «я устала»? Да, я устала, потом ну, появляется другая идея. Так тяжело работаю, записала, отложила. Например, да, надо полежать. То есть, понимаете, вот знаете, я вообще такая, ну, сенсорная. Мне фраза «надо полежать», я всегда ее принимала близко к сердцу и всегда ее выполняла. Ну, то есть я думала, это правда, ну, если я думала, если тело говорит «надо полежать», а потом выяснилось, это голова говорит «надо полежать». Надо полежать. Так, что еще? У меня очень тяжелый день. И я, понимаете, я выкладываю туда эти листочки, и я узнаю фразы из фильмов, фразы из книг, фразы из моей семьи, когда приходили ну, с работы мои родители, когда я слышала от других людей, закончился тяжелый трудовой день. Но у меня же не тяжелый трудовой день. Я не занимаюсь насильственным трудом, я делаю то, что я люблю. Я не должна уставать, но я уставала, потому что несла на себе карму работы. Мы не говорили с тобой, Юра, еще на эту тему, но я после приезда с Кипра хочу сделать мастер-класс, который называется «Освобождение от кармы работы». Я прямо пойду по шагам, как нам в Университете Единства давали мантру. Освобождение от кармы работы высвобождает органы чувств, что высвобождает восприятие мира, что высвобождает нашу личность, что высвобождает наше «я», что приводит к просветлению. Я прямо готова пройтись. Ну, то есть я найду мантру, мы ее прослушаем, я ее прокомментирую. Ты был на этом занятии, где нам много раз давали эту тему освобождения от кармы работы. И, знаете, пришло время отнестись к этому серьезно. В 21 веке пришло время работать в удовольствие. Я понятно сейчас объясняю? Так вот, когда приходили наши предки с работы, мало кто из них работал в свое удовольствие. Многие из них работали на работах, к которым они не были приспособлены. Они это делали из выживания, потому что там платили, потому что не было другого места работы, потому что в этой окрестности занимались только этим, потому что это был вообще единственный способ, который знал этот человек и так далее. Но сегодня, я же не такая, понимаете? Я занимаюсь любимым делом, и я не должна была уставать. Точно так же. Сегодня у каждой из нас 1, 2, 3. Максимум сколько? А может быть? Пока 3, да? И у нас не может быть такой накопившейся усталости, но она у нас есть. Я просто перескочила на тему работы, потому что у меня был потрясающий эффект, когда я все это сделала, и оказалось, что я совершенно не устала, что я просто несла на себе вот это «ой, как тяжко жить» или «как я тяжело работаю», над которым я совершенно не задумывалась. И на следующий день, конечно, я забыла о том, что я сделаю эту работу, но я летала, порхала, я себя не узнавала, и я думала, вот какой у меня сегодня классный день, когда вдруг где-то посреди дня я поняла, что, Боже, а у меня больше нет этого ощущения тяжести. Но вернемся к родителям и детям. Вопрос у тебя был. Вопрос Сейчас. по поводу безмятежного ума, как физическому действию. Я так понимаю, что тут опять вопрос Вадим, я совмещу. То есть написать на листочках чувствуешь и откладываешь в сторону. Вторая часть вопроса на другого человека. Что делать с усталостью, чувствами, которые сняла на листочке? Тут безмятежный ума, видимо, многие не знают, что это такое. Хорошо, сейчас я покажу. Когда вы что-то отложили на листочек, вам больше ничего с этим делать не нужно. Потому что единственное, что вам было нужно, осознать, что это можно от вас отодвинуть. То есть, если ты его словил, да, это так, То есть осознание, что эта мысль и я не одно и то же, что, я вам скажу на языке эзотерики, вы только что растождествились с какой-то программой или растождествились с умом. Слышали такую фразу, что задача в духовности растождествиться с умом? Классно звучит, но непонятно о чем это. Но когда вы берете листочек и говорите себе, до свидания,
То есть до свидания говорить не надо. То есть сам вообще тот процесс, что вы это сняли, выложили на листик и отложили эту программу, эта программа больше не может на вас влиять. Эта программа влияла на вас, пока вы говорили: это я так думаю. Ну, то есть пока вы верили, что это правда. Вы все знаете, что такое вера? Вот есть программа «Я тяжело работаю», и я верю, что я тяжело работаю. Если я в это верю, это на меня действует. Как только я с этим растождествилась и сказала себе: ну, не факт, что я тяжело работаю, и не факт, что я устала. Понятно, о чем я сейчас говорю? И не факт, что у меня такой, ну, мерзкий ребенок. И не факт, что я плохая мама. Как только вы вынули из себя, ну, программа больше на вас не может влиять. Получается, нет вообще смысла в этих курсах по тайм-менеджменту, как все успевать, потому что я тоже ничего не успеваю. Смотрите, есть две вещи. Программа, я не успеваю ничего. У тебя есть программа, что ты ничего не успеваешь, а еще у тебя нету внутри правильных программ. Потому что правильные программы, они помогают тебе, ну, функционировать правильно. Правильная программа – это, например, что вначале нужно делать то, что срочно и важно. Ты с этим согласилась и сказала «да». В этот момент программа начинает на тебя влиять. И ты начинаешь в жизни делать то, что срочно и важно. А когда ты делаешь то, что не срочно и не важно, ты чувствуешь, что ты, ну, зря тратишь, ну, время и останавливаешься. То есть обучение необходимо. Проблема в том, что мы не обучены. У нас в голове не лежат правильные программы. То есть сегодня мы с вами находимся в конце, то есть мы вышли недавно из Кали-юги, из эпохи невежества. Это был самый, ну, интересный эксперимент в истории человечества. Спрятать от человечества знания, то есть не давать ему знания, чтобы каждое следующее поколение, ну, бултыхалось в ложных и истинных, в ложных и истинных программах. И опытным путем только выбирала, что правильно, а что неправильно. Ну, интересный эксперимент, но очень болезненный. То есть он позволил нам побарахтаться 10 тысяч лет мы побарахтались в этом. Сейчас Кали-юга заканчивается, и мы с вами, ну, приходим к тому, что нам нужны, ну, первичные знания. И мы сегодня находимся вот во времени, когда эти первичные знания снова открыты, и люди начинают их внутри себя, ну, пропитываться ими. Не хочу сейчас про эти знания, но давайте сейчас, поскольку мы зашли в эту тему, я буду немного так гасать по разным темам, потому что я приготовила 6 разных тем, и это одна из тем. Теория поколений, которая недавно стала очень актуальна во всем мире. Я сейчас провожу очень много конференций, участвую как докладчик на конференциях и считаюсь почему-то экспертом в этой теме, хотя я не считаю себя экспертом. Я не знаю, кто эксперт в этой теме, но точно не я. Я могу там 2-3 часа об этом поговорить, ну, не знаю, 5 часов об этом поговорить, но, может быть, на свете есть люди, которые знают эту тему получше. Но для нашего рассказа моих знаний будет достаточно. Теория поколений – это о том, кто сегодня пришел в этот мир. А пришли в мир совершенно необычные дети. Это случилось где-то в 2000 году, их сегодня называют миллениалы. Слышали, наверное, этот термин? И сегодня, получается, им уже по 18 лет. Но в силу того, что им сегодня уже, ну, кому-то 18 лет, вам надо понимать, что во все века, слушайте сейчас внимательно, потому что это вам как родителям и как бизнес-ориентированным людям очень поможет. Во все века это было, и есть, ну, точно так же и сейчас. Когда поколению исполняется 18-20 лет, все другие поколения, которые существуют на Земле, начинают бессознательно пропитываться и проявлять во внешнем мире ценности этого поколения. То есть само поколение зеленое, оно еще ничего не умеет. Но те ценности, которые находятся внутри этих людей, эти ценности сегодня нужны миру. Оно по тому поколению и приходит. Это понятно? Но поколение об этом не знает. Мы с вами, те, кто старше этого поколения, там, на поколение или на 2, мы тоже об этом не думаем. Но мы вдруг начинаем
у нас меняются ценности, и мы начинаем их вовне продуцировать некие идеи. И тут приходит этот желторотик. 18 лет или там 19, он еще где-то учится, или это ваш ребенок. Вы этого человека вынуждены взять на работу, хотя он совершенно ничего не умеет делать, он совершенно не приспособлен к вашему бизнесу, но каким-то чудом он несет те ценности, которые сегодня нужны компании, клиентам, товару. Я сейчас понятно вам объясню? Миру, социуму. И мы вынуждены брать их на работу, мы вынуждены, мы с ними общаемся, и вот оно зеленое, а говорит такие вещи, до которых я, человек на 2 поколения старше 18-летних, только додумалась, а он этим живет. Для него это естественно, как дышать, и так было всегда. То есть это не сейчас так происходит, просто впервые в мир пришли дети, не отягощенные прошлым опытом. То есть это дети, у которых нету кармы. То есть уровень сознания этих детей настолько высок, что внутри у них нету негативных программ из прошлого. Они из прошлого взяли только позитивные программы. И эти дети, они миротворцы. У всех у вас есть, или ваши родные дети, которым до 18, или есть ваши племянники или друзья ваших, то есть дети ваших друзей, которым сегодня до 18 лет. И что вы можете сказать об этих детях? Их можно травмировать? Наверное, да. Нет, они плачут, их можно обидеть, им можно что-то не дать. Но кто-нибудь видел этого ребенка крайне огорченным? Смотрите, вспоминайте, вы постарались, вы как родители постарались травмировать своих детей по полной программе. Вы реально, понимаете, что вы их никого не тронули, никого не травмировали. С них как с гуся вода. Они вами управляют, а не вы ими. Их уровень сознания настолько выше вашего, что я уверена, что если я сейчас скажу фразу, вы внутри себя согласитесь, даже если будете спорить со мной. У вас ни раз и ни два возникает ощущение неполноценности, когда вы общаетесь со своими детьми. Они на вас иногда смотрят такими глазами и говорят: мама, повтори, что ты сказала. И у вас там слова застревают во рту. Они не презирают вас. Они просто, их уровень, не интеллекта, а их уровень сознания просто выше вашего. Они умеют и обманывать, они умеют хитрить, но они совершенно не настроены приносить вреда. Если вы раскусили их аферу, он скажет: да, хорошо. Когда он плачет, знаете, я как Станиславский, мне хочется сказать, не верю. Прямо, вот я слышу, плачет, потому что на маму это действует. Вот это сегодняшние миллениалы. Они дети тех родителей, которые родились в 80-е годы. Возьми себе здесь подушечки. Они дети тех родителей, которые родились там с 80 по 90, по 99. И этих родителей, это поколение, вначале их называли поколение индиго, потому что если делали МРТ, то выяснялось, что у них такой синий спектр очень проявлен. Потом как-то это название затерялось, потому что их стало очень много. Вначале считалось, что этих детей индиго, какой-то там, 1 на 1000, потом говорили 1 на 100, а потом выяснилось, что они все немножко прибабахнутые, что они все, иначе смотрят на мир, и в мир пришло поколение, первое поколение в истории человечества, которое не воюет со своими предками, то есть со своими родителями. А до этого все предки,
которые все воевали. Ваше поколение, а здесь сидит много таких людей, это поколение, ну сейчас его называют поколением X. Это поколение X просто послало все наши ценности, ну, на 3 буквы. То есть вы не объявляли войну, вы просто сказали, ну, у тебя своя правда, мама, а у меня своя. И этим вы нанесли, конечно, огромный удар по всему нашему эго. Потому что, ну, карма человечества, она же, видите, на этом и процветает. Что следующее поколение рождается, и ну, все начинается сначала. Эти любили деньги, эти любят семью. А эти любят семью, значит, эти будут любить деньги. Эти любят деньги, ну, и много работали, мало уделяли внимания семье, значит, следующее поколение будет уделять внимание, ну, семье. И, ну, программы были известны, знаете, как комбинации менялись, но можно было понять очень четко и ясно, в какие игры будет играть следующее поколение. И тут приходит, кстати, это поколение X, его называют Питерами Пенами, поэтому, если вы позволите, я буду тоже вас так называть, ну, пока рассказываю эту тему. Потому что это было первое поколение, которое сказало, что оно не вырастет. Мы были в шоке, понимаете, когда это стало происходить. Во-первых, я принадлежу к предыдущему поколению, и когда это поколение стало расти, все были в шоке, потому что они не растут, они не вырастают, они инфантильные. Мы боролись с этим инфантилизмом. Мы же не знали, что мир приготовил нам эпоху перемен, где нужны инфантильные люди, а другим языком, где нужны творческие люди, а творчество – это функция ребенка и подростка. Так ясно? Мы думали, это проблема. Мы все время думаем, что в мире проблемы. А тут выяснилось, что ваш инфантилизм, ваша неспособность принимать... Боже, он не способен принимать решения, он не отвечает за свои решения. Что это за мужчина? Да это классный мужчина, потому что все, что не подходит для его дела, он говорит, все супер, это я не беру. Ты же должен нести ответственность. А он говорит, нет, сори, ответственность я за это не несу. Но ты же обещал, он говорит, обещал, не значит жениться. И они рвут контракты, они не делают то, что обещали, но они делают то, что им нужно. Это ужасно, это асоциально. Мы же привыкли, наше поколение привыкло к другому, обещал, сделай. Мы считали, что это ценность, мы до сих пор считаем, что это ценность. И тут приходит ваше поколение, которое, говорит, дико извиняюсь, но я буду делать... как-то ситуация изменилась, я не могу вернуть вам деньги. Так я же вам заплатила. Да, я вам теперь должен. Так отдавайте. Так вы застрелиться должны? Нет, я не должен. Вы мне должны отдать деньги. Я отдам, когда будут. Мало того, они такие странные, вы такие странные, вы даже отдаете, когда будут. Может быть. Если ситуация... Да, это с 80-х по 99-е, те, кто называют Питером Пенами. Еще раз, очень много к вам может быть претензий. Вы такие неправильные, вы все делаете неверно. Но в этом мире, который сегодня настал, именно такое поведение, именно такой стиль жизни, именно эта, казалось бы, незрелость привела к тому, что вы рождаете новые смыслы. Потому что зрелость означает невозможность изменяться. То есть есть правильное действие, и я его правильно делаю. А подросток и ребенок творит, а подросток выбирает из этого творчества то, что может пригодиться, и воплощает его в жизнь. Спасибо, что ты досмотрел этот мастер-класс до конца. Я уверена, что тебе понравился. Пожалуйста, поставь лайк, и я прошу тебя, поделись этим видео, пусть другие тоже получат доступ к такой ценной и классной информации. Я хочу показать тебе пару отзывов, которые есть у меня о групповом коучинге. Помнишь, я говорила на мастер-классе о силе, о результатах группового коучинга? Посмотри, это живые, настоящие ответы абсолютно живых, реальных людей, которые
делятся теми невероятными трансформациями, которые с ними происходят. Посмотри, это будет очень недолго и очень интересно. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Татьяна Ревека. И я хочу выразить огромную благодарность любимой, неповторимой Диане за все то, что она с нами сделала. Это была невероятная работа, это была очень серьезная глубина. И, честно говоря, когда я сюда шла, решение было совершенно спонтанным, и я запрыгнула в последний вагон, я даже не собиралась, мне казалось, у меня все есть, у меня все хорошо. Более того, ты еще об этом говорила, все будет, да. И я не собиралась туда идти, но что-то мне подсказало, что надо. И я с огромной благодарностью приняла этот опыт и все то, что было со мной. Все это настолько изменило меня в принципе, и мне даже сейчас странно вспоминать, какой я была, что я чувствовала, как я думала и как я шла по жизни. Слова трансформационный опыт могут звучать, как-то слишком заумно, наверное, но что мне нравится в программах Дианы, это то, что несмотря на то, что проработка очень глубокая, проработка фактически космическая, все равно это все очень земное, это все очень связано с реальной жизнью, и это невероятно ценно. То есть это такой серьезный баланс и гармония между реальной жизнью, жизнью в социуме и тем, что есть как-то вот за этим всем, то, что мы не видим, то, что мы можем только ощутить. И вот то, что дает Диана, это вот огромная ценность. Для меня лично была это инициация в какие-то процессы, которые мы просто так сами не можем прочувствовать. А вот что для тебя было вообще такое, знаешь, прямо вау, о боже, как классно. Ты знаешь, наверное, когда я делала домашки дух-душа, и мне давали обратную связь, какая моя душа, и я так, реально же так, она же реально такая классная. То есть это было так интересно, вот реально посмотреть на себя со стороны, даже не на себя, а на свою душу. И я все это очень легко принимала, потому что где-то внутри я догадывалась, что оно так и есть. И второй момент был очень крутой, это разговор с мирозданием. И вот то, что нам открывалось, то, что открывалось мне в работе с девочками, какие у них мироздания. Более того, в одной работе очень классно девчонки словили мое эго, что вот было где-то вот какое-то снисхождение к другим людям. Это елки-моталки, так же оно все и есть. И после работ с другими, с нашими девочками, с ребятами, я вот прочувствовала это эго, и оно так и растворилось. То есть я увидела ценность каждого человека. Причем не важно, какой социальный статус, какой уровень, там вот эти все общепринятые социальные какие-то истории, да, но это было настолько ценно, то есть мы наполнились, я наполнилась огромным количеством любви к каждому и к миру в целом, естественно, к себе, ко всем своим каким-то вот глубинам. Поэтому я рекомендую очень всем и каждому пойти сюда, и я всем своим друзьям уже по возможности рассказываю, делюсь, что это, причем это одним словом, и вот так просто то, что я сейчас говорю, я понимаю, что довольно сложно передать то, что здесь с нами было, и огромное тебе спасибо. Тебе словами это просто не выразить. Спасибо. Знаешь, вот эта твоя утонченность и легкость, знаешь, такой бриз морской, ты сюда вот наливаешь эту свою, прямо, знаешь, такой серебряный век. Я слышу энергию каждого из вас, и вот, твоя вот такая особая, серебряная, знаешь, такой поэзия красивая звучит внутри, когда я с тобой разговариваю. Просто браво. Спасибо тебе, Танюш. Спасибо. Люблю. Взаимно. Кто еще споет? Я могу. Для меня зовут Надежда, это уже мой не первый коучинг у Дианы, но каждый из них был по-своему таким
полный открытий, Ты, скажем так. Надюшка, ты со мной разговаривай, не разговаривай, то есть, знаешь, не думай про тех, кто потом это будет смотреть. Просто вот расскажи для меня и для народа, Да, ну, как да. тебе это было. Потому что так мы будем слишком много слов говорить, и, знаешь, появится такое, ну, что мы кого-то зовем. Мне сейчас не Мгм. хочется. Я хочу просто твою настоящую, вот, ну, Да, чистую да. обратную связь услышать. Итак, тебя зовут Надюха. Ой, извини. Да. Ой, извини, тебя зовут Надежда. Да, меня зовут Надежда. Ну, с этого коучинга он для меня, скажем так, сложил все пазлы, знаешь, как вот в конструкторе, вот они сейчас сложились. Если раньше это были отдельные какие-то куски в моей картинке мира, то этот коучинг, вот он все собрал воедино, и он мне дал очень много важных осознаний. Он вообще раздвинул, я прям и физически, и энергетически чувствую, как он раздвинул картинку моего мира и показал мне, сколько в этом мире есть возможностей, про которые я не задумывалась или считала себя недостойной, или даже боялась про них подумать. И для меня очень ценно еще была тоже работа в группах, потому что группа тоже у нас волшебная, я бы сказала, потому что с каждым это было что-то новое, какие-то новые грани моего понимания, и все это было очень так, ну, настолько мы чувствовали друг друга хорошо. И что для меня еще было тоже огромным осознанием, то, что вот этот коучинг мне реально дал понимание, что я творец, я тоже этот мир творю, а не просто я какое-то там маленькое незаметное создание. И это не из позиции гордыни я творец, а просто то, что в моих силах поменять то, что мне казалось раньше вообще каким-то там нереальным, неизменным, неподъемным. Вот прям я чувствую, как эти все границы моего тогда такого более узкого мира, они просто растут, раскрываются, и этот мир такой прекрасен там за этими новыми гранями. Поэтому очень тебе благодарна, и очень тебе благодарна за то, что ты столько нам уделяла и уделяешь внимания, вот даже эти ответы на вопросы с каждым из нас, твоя обратная связь в чате по нашим там любым вопросам или комментариям. То есть это настолько ценно, и это настолько вот чувствуется, как ты щедро этим делишься с нами. Поэтому бесконечно тебе благодарна и благодарна всей нашей группе. Спасибо. Я хочу теперь сказать, Давай. можно? Конечно. Яночка, вообще много хочу сказать, но самое главное, я хочу сказать, что я очень счастлива, что я последние полгода с тобой. И вот эти 2 тренинга, 2 коучинга, которые я прошла, они, вот, на мой взгляд, вообще шедевральные. Про отношения я просто молчу, у меня сейчас мурашки. Во-первых, вот Диана, ты такой, ну, роскошный мастер, и к тебе подбираются такие ученики, подбираются, что я вот этому пространству не перестаю удивляться. Я тоже. То, что происходит в наших групповых, про то, что ты даешь великолепный материал и такие данные, но это, конечно, безусловно, то, что происходит в группах, когда мы работаем, Да, да. какие там у нас идут процессы, иногда мне кажется, что это, неужели это правда так происходит? И мы уже друг друга исцеляем, мы друг другу помогаем. Там что-то не так, слушай, вот у меня не так, давай сделаем. То есть это какая-то такая невероятная командная работа случилась, Да. что для меня это, космос вообще. Я не знаю, то есть мне кажется, что мы все как-то благословлены, что ли. Да, я так тоже думаю. Да, это как-то вообще что-то прям спускается на нас такое волшебное. И я, конечно, как-то я уже, конечно, вот съела все, скушала очень хорошо все, что ты давала, уже все себе присвоила. Мне уже, вот знаешь, как бы вот каждое занятие, оно просто было невероятно полезным. И я видела, как, прорабатывая отношения на одном кусочке, как меняется все вокруг. И я, кстати говоря, вот я не говорила, у меня вот в последний месяц у меня прошла очень большая сделка. У меня такой большой сделки не было. Да, реально. Да, я прямо так, знаете, как бы такой тут пандемия, у меня тут раз там
контракт на 40 контейнеров, как-то это только одна, еще были другие. То есть я так понимаю, что ну, вот эти процессы, они очень-очень-очень хорошо так распространились, впитались во все сферы жизни, все, что мы проходили, и как-то уже так спокойненько все это функционирует, помимо как бы моего понимания. Но я хочу очень отметить, вот для меня была важна работа с родом, вот эти генограммы, потому что там тоже было волшебство. Это был какой-то вообще, ну, для меня, я столько расстановок делала, но вот эти работы, они для меня, я как будто прочистила вот весь род, как будто вот реки были засоренные каналы, ручейки, а сейчас это просто вот реки, вот такие чистые, полноводные, то есть вот это для меня, ну, космический, вообще космический, Диан, спасибо, такое удовольствие, разговор с душой, я просто вот млею, когда я ее увидела, я поняла, боже, как это, ну, там столько идет параллелей, вот как бы прорабатываешь одну тему и понимаешь, что это и здесь есть, и здесь есть, и здесь есть. То есть, в общем, глубже точно не было у меня тренинга, Диан. Я даже не предполагала, вот если честно, не предполагала, что это будет настолько трансформирующей работой для меня. Да. Благодарю, да, благодарю тебя, вообще вот выдыхаю, я вся в мурашках и очень счастлива, что я могу тебе это сказать. И не буду говорить, какая у тебя энергия, какая у тебя душа. Мы с тобой ну, делали на эту тему такую большую работу. Я просто хочу сказать, что тема счастливых партнерских отношений – это тема 2021 года для тебя. И то, что я вижу, меня очень сильно удивляет, но я это вижу, и поэтому хочу тебе сказать, что за благословением к тебе будут приходить, ну, еще другие женщины, чтобы ты помогла им вот, ну, такой вот попасть в такие счастливые отношения, как будут у тебя. Благодарю. Спасибо. Дианочка, я тоже хочу начать с очень большой благодарности тебе, как мастеру. И я хочу сказать, почему именно я, вот тоже после тренинга, во-первых, пошла на тренинг по сексуальности, да, и после тренинга по сексуальности пришла на тренинг по отношениям. Я не могу сказать, что у меня на моем пути было много тренеров, но ты именно тот тренер, которого слышу именно я. То есть это именно тот язык у тебя, который мне заходит. Это то поле, которое ты создаешь, я его слышу. И я иногда даже слышу, я не знаю, вот что ты будешь говорить, но я уже вот заранее, за день перед следующей темой, я уже начинаю что-то слышать, и, собственно, ты мне по этому поводу неоднократно давала обратную связь. Да. Конечно, когда я шла и читала программу вот этого тренинга, она была мне очень интересна, она была и материально приземленная, она была и духовно высокая, но когда я из занятия в занятие, от эфира к эфиру, да, погружалась вот в эту глубину, конечно, моему удивлению, ну вот не было предела. И я уже говорила, что у меня изменились очень отношения с мамой. Это правда. У меня никогда не было с мамой таких отношений. У меня маме на сегодняшний день 81 год. И это вот реально отношения двух взрослых людей. Это те отношения, когда я могу и уже совершенно спокойно позволяю себе разговаривать с ней на разные темы, в том числе и на темы, связанные с мужчиной, и на тему, связанные с сексом. И мы разговариваем уже действительно как женщина с женщиной. Конечно, не было моего, вернее, вызвало очень большое мое удивление, очень много практик, связанных с братьями и сестрами. Да? Конечно, разговор с мирозданием – это вообще вот просто что-то шедевральное. Но то, что я увидела, особенно когда мы дошли до практики мироздания,
ну вот, зашкалило, наверное, все мои мыслимые ожидания. А увидела я вот что. Я даже вот один раз в практике специально сделала снимок экрана и отправила нашей участнице, чтобы она увидела себя. Я увидела, как девочка в задании реально изменилась, когда она просто вот сняла с себя эту маску, просто вот за 3 секунды была снята эта маска, и какая открылась красота. Вот это то, ради чего стоит пойти на этот тренинг, потому что я увидела ее настоящую, и в ней я увидела настоящее зеркало себя. И вот это, конечно, было потрясающе. Когда я увидела это один раз, потом мне удалось это увидеть в практике еще раз. И это, конечно, вот, ну, это самая, я считаю, большая ценность. Не говоря уже о том, что я всегда говорила, что все есть отношения, но сегодня мое сознание по поводу вот этих отношений расширилось еще больше и больше. Поэтому вот я очень рада, очень довольна, что я здесь. И, конечно, и я тоже уже всем рассказываю и рекомендую пойти на этот тренинг. Это очень большая ценность. Я очень довольна и хочу с тобой продолжать дальше. Спасибо большое. Спасибо. Дианочка, я теперь скажу. Давай, Котик. Ну, вообще такая ситуация, что, знаешь, иногда вот просто хочется обнять, прижаться и ничего не говорить, потому что и так все понятно, как бы, да. Вот сейчас именно такой случай, что хочется просто ее обнять, вот как вот, это не мама, это что-то такое родное, любимое. Это твое мироздание. Такая прелесть, да. И сразу, про коучинг расскажу, и сразу ко всем девочкам, особенно, не знаю, Лорик, Танюша, Анечки, Маша, девочки, я вас прям люблю очень-очень. Вы вот удивительное, конечно, пространство, потому что как только включается камера, ты видишь человек первый раз в жизни, а внутри все тебе говорит, блин, ты знаешь его всю жизнь, да, и контакт сразу же идет, и когда в домашке работаешь, и ты видишь, как ты помогаешь человеку, во-первых, когда тебе помогает, безумная благодарность, и какое счастье, когда ты видишь, что ты помог другому куда-то выйти, это тоже, конечно, совершенно невероятная штука. А в коучинг я попала очень интересно. Я просто написала Ане, что вот коучинг, куда заплатить деньги. Она мне говорит, давай я расскажу, что там за коучинг, какие вопросы. Я говорю, не надо, мне просто туда надо, дай куда-нибудь, как оплатить. И никогда, конечно, не пожалею, потому что это много где я была, но вот на этом коучинге, что, с одной стороны, очень просто, то, как ты доносишь, очень логично и понятно для моего ума, все как бы понятно. Какая за этими словами глубина, особенно в работах, это, конечно, что-то с чем-то. Для меня больше всего, наверное, открытием было исцеление отношений с родителями божественными, то есть понимание, что родители физические, я раньше казалось, что я их там проработала, но тут, конечно, все по-другому проработано, и то, какие теперь у меня отношения с мамой и папой, это просто лишняя тебе благодарность, еще тебя нахвалить. И для меня еще стало очень прикольно именно открытие по поводу души и мироздания. Мне всегда казалось, что она такая прекрасная душа, я там ходила, с ней общалась, с мирозданием, все это благодарила. Иногда мне казалось, что это просто мои какие-то бзики, какая-то я фантазерка какую-то сильно нафантазировала. И когда вот тут я лицом к лицу к своей душе, духу, мирозданию столкнулся, увидела, что это все было не фантазией, а это реально такая, на самом деле, красота в жизни. Это, конечно, очень ценно. Я поняла, что это все так и есть. Это очень круто, это очень здорово. И вот через рот, через все вот это прийти к этой красоте, это очень здорово. Поэтому я тебе очень-очень благодарна. Всем девочкам, всем вообще ребятам, потому что мы все такое общее поле, каждый в отдельности, каждый в частности, а все вместе, это вот такая мощь, сила и красота. Поэтому всех люблю и благодарю.
Спасибо, огромное спасибо за то, что твое имя полностью выражает, ну, твое качество, что у тебя все оттенки любви живут внутри. Не просто вот ты любовь, а прямо многогранная такая, многоцветная, многовкусная. Я когда смотрю, как ты, ну вот, ну, подумала сейчас о разных девочках, о мальчиках, и как у тебя любовь тут же поменялась, знаешь, там цвет. Этого так люблю, а этого так люблю, а это так люблю, ой, а это я так люблю, а это я так, а это я так, а мироздание, а свою душу я так люблю. И вот это многовкусие, многоцветие любви, это то, что ты принесла, ну, ты принесла это на планету, и ты принесла это в нашу группу. И вот так я так каждого вижу. Мне так вкусно, так красиво наблюдать за вот этим, за этим хором, за этим многоголосым хором красоты. Да, они такие все прекрасные, на них смотришь и прям, блин, ну какие же вы классные. Ну, просто веришь. Можно Да. ли я? Да, Кто да, это? Ирочка. Ага. Но если одним словом, я себя все время, как я к тебе приезжаю, я собираю частички себя. Я себя вот собираю, у меня все больше, больше, больше. И там, где я прошла, я могу провести других. Благодаря тебе вот я меняюсь, и мир вокруг меня меняется. Я тебя Конечно. благодарю. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо, Иришка. Яночка, у меня очень большая благодарность тебе. У меня, я повзрослела. Я благодаря тебе повзрослела. Наверное, это самое важное, что у меня было. И у меня появилась такая радость в моей жизни. У меня появились вот все девочки, которые у меня из 5-го коучинга нашего сексуального, и из этого. И это вот получить таких знакомств с такими людьми, Диан, и я настолько рада, что я с тобой знакома. Это вот это действительно это восторг и счастье. Благодарность и очень много еще слов, но я уже хочу, чтобы еще кто-то что-то сказал, успел в последние минуты. Я еще постараюсь написать. Это очень сильно, очень много было для меня. Благодарю. Спасибо. Мы придумаем для вас еще какой-то подарок. Я прямо чувствую, что у меня рождается какая-то потребность, что-то еще такое вам красивое сделать. Я подумаю, как это сделать. Спасибо, Антика. Могу я? Давай, Викуш. У меня много любви, благодарности и восхищения. Яночка, спасибо тебе огромное за этот курс. Мне кажется, я целый год проживаю с тобой. Да. И это прекрасно. И я все время расту и теряюсь с разных сторон. И никакие задачки, мне кажется, не страшны. В любом случае они решаются. Я очень тебя люблю. Благодарю тебя за эту глубину. Я, как обычно, уже себя не помню с того момента, как мы заходили в этот коучинг. А Родос помнишь? Если я начинаю возвращаться, я начинаю все вспоминать, да. Я жду наших новых путешествий. Я тоже жду наши новые да, путешествия. Господи, коронавирус, миленький, ты уже всех там вылечил, и давай мы уже поедем путешествовать. Вот он меня вылечивает постепенно. С ним я тоже справляюсь сейчас. Я вас всех очень люблю. До новых встреч. Можно мне сказать? Конечно. Ну, я не знаю, богиня. То, что вы сегодня сказали, еще одно. Вот это открытие у меня случилось, инсайт. Что я всех называю Богом, потому что у меня есть контакт с Богом, и я это отрицала. Я предательница. Я предательницу увидела сегодня. Умница. Это что-то, еще я кое-что увидела в тот раз. Вы помните, мы последнее что делали? Конечно. И я вам сказала, что я вам потом скажу. Я могу потом как-нибудь ваше время украсть. Да. Я хочу об этом поговорить. Это такой инсайт был. Просто я не могу сейчас, пока я не готова это выносить. Хорошо, Коша.
Я вам очень благодарна. У меня каждый раз открывается и открывается. Вот я просветляюсь благодаря вам. Вы мастер, естественно. И я готовлю очень хорошую тему про школу. Завтра или послезавтра уже будет на Инстаграме. Девочки, почитайте обязательно. Класс. Так что я там отблагодарю вас. И вам, я думаю, что очень понравится. Еще раз Спасибо. благодарность. Спасибо. Можно я скажу? Конечно. Да. Я, наверное, самая старшая из всех, но я себя чувствую юной, такой юной и любимой. И я вот самое-самое важное для меня было на наших занятиях, это я соединилась со своим родом. Я расспрашивала маму, ей 83 года, она у меня жива-здорова. У нас, оказывается, как вы говорите, были и цари, и те, кто воевали в царской армии и довоевались до высоких, очень высоких. Спасибо вам огромное. И я чувствую к вам такую любовь, как будто, простите, я старше вас, как будто вы моя мама. Я даже ощущаю вашу руку такую теплую. Это удивительно. Я из тех, которые без конца учатся. И только вот на ваших занятиях я нашла себя. Я, оказывается, все время вот так вот поднималась на цыпочки, пряталась из-за угла, смотрела на своего внутреннего ребенка. И такое чувство было, как будто я не имею права быть счастливой, любить этого ребенка своего. И я вот, ой, вот эти дни все время провожу со своим ребенком. До такой степени я наполнилась. Спасибо вам огромное. Я хочу прям, чтобы... Вы услышали те женщины моего возраста, кто вот до сих пор вот мучился вот этим. Спасибо вам огромное. Спасибо, мое солнышко, и за твои слезы, и за твою чувствительность невероятную. Спасибо тебе большое. Ну что, аплодисменты хочется еще делать. Да. Вам аплодисменты и этому пространству, которое мы создали, и тому потоку жизни, который здесь замешан, и он никуда не денется. И пусть ваш чат остается, вы знаете, чат будет жить столько, сколько вы будете его наполнять, болтать, общаться, просить друг у друга помощи, поддержки, делать всякие практики, упражнения и там двигаться. А можно я добавлю? Потому что я чувствую, что хочется кошечка, сказать, но скажи. я запрыгнула так в последний вагон. Где-то 1,5-2 месяца я написала как раз тебе за день до коучинга, и оно так отозвалось во мне, и я, пройдя это все, почувствовала, что это вот я боролась, можно сказать, за то, чтобы я участвовала в этом коучинге. И тоже аж слезы. И так мощно, глубоко, и я это так прочувствовала, так все приняла. И божественный род, и дух, душа, и мироздание, и абсолютно каждая тема это просто крышу сносила. И даже сейчас я думала, ну что ж тут уже может быть глубже? И опять в цель крышу снесло. И тело за психикой, и, конечно же, иногда не успевала, но мне так все было интересно, и я так все с благодарностью принимала и с легкостью, и мне хотелось еще давай, я все выдержу, мне интересно, давай еще глубже. Это я, наверное, тут, очень я под эмоциями и очень глубоко копнула. И я очень счастлива, что я здесь со всеми. Все такие невероятно классные, глубокие и такие все богатые. Такие все богатые, такие прям... Спасибо радостно за это было, слово. скажем, радостно было с каждым, да, работать, с кем я поработала. Очень благодарю. Спасибо, солнце. Очень благодарна. Особенно за эту вот фразу, что все богатые,
Потому что Каждый богатство – это оказался твое… таким богатым, просто невероятно глубоким, богатым и просто такой мир у каждого, прям вообще просто. И видно было, как когда каждый открывал свой мир, свое мироздание, и все были под таким глубоким впечатлением, и так радостно это принимали, и от этого еще радостнее становилось. И я это так видела, и мне это так нравилось, эта черта, и вот это вот все, глубина. Ну, короче, очень много эмоций, очень много впечатлений. Я уже думаю, слышала у вас тут какой-то следующий духовный, я не запомнила, что. Духовный лифт наверх мы его Духовный назвали. лифт наверх, да. Пойду почитаю потом, что это. Да, я приглашаю вас в это. Спасибо. Благодарю от чистого сердца, от всего сердца. От Спасибо. чистого, да, от Спасибо, чистого. спасибо. Меня прямо от твоих слов, меня аж все трясет до сих пор. Ой, классно, я так рада. Все, до встречи. До встречи, банда. Пока, мое Всех мироздание. обнимаю. Спасибо, Дианочка. До новых встреч. До встречи, да. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.